На нашей планете много необычных мест, созданных природой. Но в этом ролике мы поговорим о весьма интересном объекте, созданном человеком, которое к тому же имеет важное научное значение. Кольская сверхглубокая скважина, или как ее еще называют, колодец Вад. Место это окутано мифами, и в свое время ходило немало слухов, что ученые посредством бурения скважины открыли врата ада. Ну, обо всем по порядку. В начале 60-х годов в СССР была разработана программа по сверхглубокому бурению для изучения недр Земли. Предполагалось, что благодаря ей геологи узнают больше о строении земной коры и об изменении температуры на разных глубинах. Также в планах было найти новые залежи руд и достигнуть базальтового слоя земной коры, который является последним слоем перед мантией. Одним из самых важных проектов этого периода считается бурение Кольской сверхглубокой скважины. Этот проект был поставлен во главе всех остальных. Планируемая глубина бурения должна была составить 15 тысяч метров. В 1968 году началось строительство комплекса на Кольском полуострове, а уже в 1970 году началось первое бурение. До 7 тысяч метров бурение шло относительно легко и спокойно, так как бур проходил через однородные прочные слои породы. Далее начались сложности, когда их сменили малопрочные слоистые породы. Ствол скважины начал осыпаться с образованием каверн. В результате буровую колонну заклинивало породы, и буровая головка обрывалась при попытке подъема. Потерянная часть буровой колонны цементировалась, а бурение продолжалось с отклонением ствола скважины. Такие аварии случались неоднократно, поэтому бурение растянулось на несколько лет, и структура скважины получила облик кроны дерева с множеством отклонений. 6 июня 1979 года скважина побила рекорд в 9583 метра, ранее принадлежавшей нефтяной скважине Берта Роджерс в Оклахоме. В 1983 году было достигнуто 12 066 метров, после чего бурение на время приостановили ввиду подготовки к геологическому конгрессу в Москве. 27 сентября 1984 года бурение было продолжено. Но в этот момент произошла крупная авария. Оборвалась буровая колонна, и бурение пришлось начать снова с 7 тысяч метров. К 1990 году глубина скважины достигла 12 262 метра, после чего буровая колонна снова оборвалась, и бурение было прекращено. В 1991 году скважина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая. К сожалению, эта авария стала началом конца. Окончательно бурение было остановлено к 1994 году, так и не достигнув новых рекордов, а научную деятельность прекратили уже к 1995 году, ввиду отсутствия финансирования и недостаточной стратегической важности объекта. Кольскую скважину называют также колодец Вад. Такое название закрепилось за ней из-за слухов, что скважину пробурили настолько глубоко, что достигли ада, откуда доносились душераздирающие крики грешников. Легенда распространялась в основном в США. К примеру, в одной из религиозных газет Devils of Jericho в Калифорнии вышла статья о некой сибирской скважине как дыре Вад глубиной 14,4 тысячи метра, откуда доносились крики грешников. Упоминался также некий доктор Азаков, который являлся инициатором бурения. С его слов на глубину скважины был опущен якобы сверхчувствительный микрофон, который и зафиксировал крики людей. Естественно, никакого доктора, как и сибирской скважины, не существовало. Кроме того, глубины в 14,4 тысячи метров советские бурильщики никогда не достигали. Да и сверхчувствительный микрофон никто не опускал даже ко дну Кольской скважины. Хотя акустические методы исследования скважины в то время использовались, а проводились они с помощью специальных сейсмоприемников, которые записывали не звук, а волновую картину отраженных упругих колебаний, возбужденных прибором-излучателем. Существовала также и более ранняя легенда о скважине, которая была распространена среди советского населения, хотя считается, что она появилась не позднее 1987 года, в которой говорилось о демоническом существе, которое выбралось из-под земли через буровую трубу. Но, как вы понимаете, это тоже оказалось выдумкой. Хотя стоит отметить, что в 1995 году на глубине скважины произошел взрыв, причины которого так и не были установлены, и действительно были зафиксированы странные звуки в тот день. Но уже спустя несколько дней на той же глубине никаких взрывов и звуков уже не фиксировалось. Этот случай поставил ученых в тупик, да и история действительно загадочная, которой нет объяснения и по сей день. На просторах интернета можно найти аудиозапись со звуками с глубины Кольской скважины. Но решать, правда все это или нет, и действительно ли эти звуки из ада, уже вам, дорогие зрители. Предлагаем вам послушать эту запись.
А пока на этом все. Оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!